Никто не любит видео с шевеленкой. Да, вот так намного лучше. Привет, это Техновторник на канале Funcom Studio, вторник техобзоров. Сегодня у нас выпуск про стабилизацию видео. В одном из прошлых видео я показал, как можно стабилизировать изображение с помощью плагина Warp в программе Adobe Premiere Pro. В этот раз мы говорим про мобильный стабилизатор DJI Osmo Mobile 2. Да, уже вышла третья версия, но второй тоже очень хорош. Рекламой не является. Если это вархлам, я так и скажу. Итак, многие из нас снимают именно на мобильные, потому что, во-первых, брать дорогую камеру иногда очень дорого. Второе, мобильник намного мобильнее, чем камера, он легче, он всегда с собой. И третье, качество камеры в современных мобильных телефонах такое, что, например, телефон iPhone 10s Max снимает так же, как камера Red. А теперь давайте вернемся к нашему стабилизатору. Собственно, вот он. Небольшой серый. Распаковывать его не будем, потому что обзоры на него обычно этим только и заканчиваются. Мы сразу к делу. Вставляем наш телефон. У меня для примера iPhone SE. Корпус пятерка. Самый шикарный, на мой взгляд. И да, учтите, если у вас телефон шире, чем iPhone 8, вам будет проблемно сюда его запихать. И да, если он слишком тяжелый, тоже не выдержит. Итак, калибруем. Калибруем по двум осям. Первое, по такой оси. Он должен четко держаться. Сейчас сильный ветер, поэтому сложно калибровать его. Если у вас телефон клинит, можно воспользоваться вспомогательным болтом, его ослабить и сдвинуть рамку. Вторая стабилизация по этой оси. Он не должен у вас клевать. Клюет в эту сторону, значит оттягиваем в обратную сторону. Делается очень просто. Вот так. Перебор. Все. Калибровка закончена. Нажимаем, держим кнопку М. Все, он включился. Работает, можно снимать спокойно. Без приложения, без всего работает. Джойстик. Сейчас мы с вами сделаем 4 теста. Сначала пройдемся, затем пробежимся с телефоном без стабилизатора, затем пройдемся и пробежимся, но уже с составом. Пошли! Теперь побежали. Бежим обратно. Против ветра. Также для любителей вертикальных видео и сторис в Instagram есть портретный режим. Поворачиваем фиксатор, поворачиваем рамку, фиксируем, вставляем наш телефон, включаем и делаем, что вы там обычно делаете. Привет, котятки, мы на острове Татышев. Тестируем DJI Osmo Mobile 2. Подписываемся на канал, ставим лайки. Да, для любителей Инстаграма. Переходим к самому интересному приложению DJI Go. Запускаем приложение, включаем Bluetooth, включаем стабилизатор, нажимаем Connect и все. Приложение сконнектилось с нашим телефоном. Для проверки можем воспользоваться зумом. Если зум работает, значит телефон точно сконнектился. Пробежимся по полочкам. Зайдем в настройки, выбираем камеру. Здесь у нас есть возможность выбрать разрешение. Максимальное 4К 30 FPS, в зависимости от вашей модели телефона. Чувствительность зума. Настройки подвеса. Разная скорость вращения стабилизатора от такого медленного до быстрого. Также можем инвертировать джойстики как по вертикали, так и по горизонтали. Это удобно в тех случаях, когда снимаешь сам себя. Также можно транслировать ваше видео прямо на Facebook, YouTube или на что-нибудь еще. Насчет ВК не знаю, не проверял. Нажатием рек включается запись. Пишется прямо в приложение, чтобы скопировать видео себе на устройство. Завершаем запись, переходим в альбом, делаем Select, либо Share, либо Save. Видео сохранено. Сбоку также можем переключаться между балансом бело, авто, солнечно, облачно и так далее. И можно включать сетку. Включать и выключать вспышку. В режиме видео можно снимать стандартно, слоумо, таймлапс, гиперлапс, либо моушенлапс. Сейчас покажу. Теперь перейдем к таймлапсу. Для этого лучше всего использовать штатив. Я использую вот такой гориллапод. В магазине не скажу, потому что менеджер по рекламе так и не ответил. Поэтому, если желаешь порекламироваться, пиши мне в директ.
Но для моих зрителей держи 2 промокода для приложения Такси Максим. Вводи в приложение и катайся за полученные баллы. А если ты водитель, для тебя вот этот промокод. Подробнее в описании к видео. Ставим таймлапс, выбираем время между кадрами и нажимаем запись. Переходим к режиму гиперлапс. Все, запись пошла. А сейчас самое интересное. Режим слежения под названием Active Track. Нажали кнопочку. Режим включен. Выбираем объект. И запись пошла. Работает достаточно слаженно. Я им управляю рукой. А сейчас интересный режим Motion Lapse. Это смесь таймлапса с проводкой. Смысл в чем? Мы переводим наш стедик в точку А, в точку Б, в точку С. Нажимаем Next. Выбираем время между кадрами. Нажимаем старт. И он возвращается в точку А и начинает запись. Стедик движется по точкам, которые мы указали. Переходим в режим фото. Фотку можно сделать обычную, либо необычную. В режиме обычной фотки есть таймер, режим HDR и режим панорама. Панорама обычная, называется широкий угол. Он делает серию фотографий, 3 по вертикали, 3 по горизонтали. Затем идет обработка, и он нам выдает хорошее широкоугольное изображение. Вот такое. В режиме фото есть еще один интересный режим. Называется длинная выдержка и длинный след. Но для этого нам нужна темнота. Остался последний этап. Это проверка режима длинная выдержка и long trail. Проверяем еще раз режим трекинга. Следим за автобусом. Управление я не трогаю. Это он сам. Вычисляет за счет мощности айфона. Посмотрим, докуда он едет. Видишь, объект слишком маленький. Очень далеко. Но все равно продолжает за ним следить. Он еще за ним следит. Смотрите. Ха-ха. Классно. Переключаемся на какого-нибудь другого. Например, на вот этого. Так, несется. Посмотрим, что будет дальше. Все, скрылся за кустом, и слежение пропало. Что хочу сказать по поводу нашего стабилизатора. Штука очень хорошая, очень удобная, много функций. Но что мне не понравилось? Первое, это сам крепеж. Крепеж, который держит телефон. Он зажимает его рамкой, и телефон задней стенкой упирается в пластиковую прорезиненную прокладку. Из-за этого очень сильно греется. Это минус. Если снимаешь на улице, тогда нормально. Если дома, то ближайшие 5-10 минут записи, и телефон уже горячий. Это минус. DJI, тебе минус за это. А так в целом, штука классная. И да, по поводу той желтой метки, которая была на стабилизаторе.
Когда снимаешь и крутишь камерой, разные такие вот ракурсы и все остальное. Вот так я верчусь. Разные ракурсы. Так как он не вращается на 360, у него есть ограничение. Там механический стопор, и он останавливается. Это сделано для того, чтобы, когда он крутится на 360, чтобы не перетерялся шлейф. И поэтому в самый неподходящий момент, когда ты весь такой крутишься, ты можешь потерять его, и он упрется. Делаешь дальше поворот, и все, и его заклинило. Он не делает круг вокруг своей оси. И чтобы избежать такого момента, спереди и сзади я сделал желтые риски. Точно так же, как делают риски на автомобильных рулях. Видели ралли? Такая желтая либо красненькая полосочка сверху. Из минусов больше не заметил. Сегодня я снимал весь день, и трекер батарейки на устройстве пишет почти полный заряд. Где-то 70-80%. Это просто огонь. Телефон я сегодня посадил в ноль, зарядил с пауэрбанка и сейчас чуть-чуть еще потратил. А из плюсов, то что он очень хорошо держит картинку. Прыгаем. Даже прыжки вроде отрабатывает. Вот типа того. На этом влог закончен. Спасибо за внимание. Это был Техновторник. Вторник техобзоров. Спасибо, что были с нами. Жмите лайки и подписывайся на канал. Спасибо, что был с нами. Пока.